Добрый день, дорогие друзья! Несмотря ни на что, мы продолжаем свое вещание. Цель, хотя бы психологически немного отвлечься. Сегодня поговорим о продуктах, которые могут еще больше ухудшить плохое состояние при простуде. Мы хорошо знаем, что есть наши друзья, куриный бульон и молоко с медом, традиционные продукты от простуды, а есть все-таки то, что лучше не есть, если вы простудились. Вы заболели, у вас слабость, температура, кашель. Такие симптомы характерны для разных болезней. Простуды, гриппа, новой болезни. Неважно, какой именно у вас диагноз, а главное помочь организму справиться с инфекцией. Если температура, то надо ее сбивать. Сбивайте ее правильно, если она выше 38 градусов. Принимать лекарства надо только по назначению врача, конечно, и согласно инструкции. Часто пить микстуры и таблетки нельзя, как и принимать их в том случае с температурой 2,2 более 37. Не будем тут говорить о лечении, его назначит врач-специалист, но вернемся все-таки к продуктам, которые есть не следует, чтобы не почувствовать себя хуже. Сладкое. Когда вы лежите с температурой, хочется как-то себя пожалеть, погладить. Это значит поесть что-то вкусненькое. Например, шоколадку, конфетку, десертик. К сожалению, неправильный выбор у тех, кто заболел. Потому что сахар может поддержать и вызвать воспаление в организме, которое еще сильнее будет ронять ваш иммунитет, в то время, когда организм изо всех сил сражается с болезнью. Еще ослабление иммунитета нам совсем не нужно. Сыр. Сыр – простая и удобная еда, перекус, и многие его обожают. Не запрещаем есть сыр, но во время простуды лучше от него отказаться. Во время заболевания лучше дать предпочтение тем продуктам, которые подавляют воспаление. К сожалению, сыр сюда не относится. Кофе. Если вы кофеман со стажем, то во время болезни лучше всего отказаться от своего любимого напитка. Дело в том, что кофе потворствует обезвоживанию, а жидкость и так уходит из-за температуры и чрезмерного потоотделения. Обезвоживание организма – это дополнительный фактор, еще больше ухудшающий состояние. Например, слабость и мышечные боли могут усилиться. Бананы. Такие фрукты считаются очень полезными по своему составу. Они богаты витаминами и минералами, но есть их лучше, когда вы здоровы. Почему так? Этот фрукт увеличивает выработку гистамина. Гистамин также вызывает воспалительные реакции. И, кроме того, в бананах много сахара. А сахар, как я уже сказал, во время простуды нежелателен. Энергетики. Во время болезни есть слабость, это нормально. Организм тратит все силы на сражение с инфекцией. И если вы чувствуете, что сил мало, то лучше полежать. Наши бабушки и мамы имели свое мнение, были правы по поводу постельного режима. Но если вам вдруг пришла мысль взбодриться при помощи каких-либо энергетиков, которые содержат кофеин, то даже не думайте такой идеей пользоваться. Эти тоники еще больше усилят потерю воды, то есть обезвоживание, и ослабят иммунитет. Но прилива сил и бодрости они точно вам не обеспечат. На сегодня все. Берегите себя и своих близких, оставайтесь с нами, держитесь. В конце концов, все будет хорошо. Вот увидите.